На месте современного особняка Елисеевых в XVIII веке располагался мытный двор. После пожара 1736 года его отстроил архитектор Растрелли, создав деревянный Зимний дворец. Его облюбовала для себя Елизавета Петровна. Она жила в нем до момента постройки Зимнего дворца из камня. Он простирался от Малой Морской до реки Мойки. В нем были парадные залы с видом на Невский проспект, императорские спальни и театр. Здесь же императрица и скончалась. Позже здание разобрали, оставив лишь 3 флигеля. В 1767 году в бывших дворцовых помещениях развернулась творческая деятельность скульптора Фальконе. На месте пустыря построили дом для генерал-полицмейстера Николая Чичерина на каменном фундаменте. После наводнения Петербурга 1777 года генерала обвинили в бездействии перед лицом стихии, и он вскоре умер. Дом перешел к Александру Перецу, который использовал его для проведения концертов и светских мероприятий. Среди посетителей были Александр Радищев, Денис Фанвизин и Федот Шубин. В 1858 году братья Григорий и Степан Елисеевы, сыновья известного предпринимателя Петра Елисеева, стали владельцами этого участка. Они прекрасно понимали, что совершают удачную сделку. В те времена бытовало мнение, что лучше иметь доходный дом в Петербурге, чем золотые прииски в Сибири. Братья решили воспользоваться этой возможностью для приумножения своего состояния. Петр Елисеев в Санкт-Петербурге прославился как крупный торговец колониальными товарами, среди которых были вина, экзотические фрукты и разнообразные сыры. Он уделял особое внимание качеству продукции и доступности цен, а также всегда придерживался принципов честного ведения бизнеса. Эти же принципы разделяли его дети и внуки. В Санкт-Петербурге династия Елисеевых создала настоящий шедевр – роскошный дом Елисеевых. Это был первый в России торгово-развлекательный комплекс. На первом этаже размещались торговые прилавки, где можно было приобрести разнообразные товары. Второй этаж был отведен под театр, а на третьем располагался изысканный ресторан. В истории семейства Елисеевых был трагический эпизод. 50-летний Григорий Григорьевич, внук основателя династии, увлекся молодой женой купца второй гильдии Верой Федоровной Васильевой, которая была младше его на 20 лет. Он настойчиво просил жену Марию Дурдину о разводе, обещая ей щедрые отступные. Однако Мария надеялась на его исправление. Уехав на лечение на воды, она вернулась и обнаружила, что Григорий построил новый дом на Васильевском острове и переехал туда с любовницей. Это стало для Марии невыносимым ударом. Она совершила самоубийство. Вдовец быстро женился на своей возлюбленной и даже не прислал венка на похороны бывшей супруги. К этому времени их дети уже достигли зрелого возраста, за исключением младшей дочери Марии, которой было лишь 15 лет. Но все они отвернулись от отца из-за его предательства семьи. После ссоры с родителем сыновья потеряли интерес к купеческому делу. Николай обосновался в Париже и стал журналистом, а Сергей нашел себя в преподавании иностранных языков в Сорбонне. Третий брат Александр выбрал карьеру инженера. Он остался жить в Ленинграде, где и провел свои дни до 1953 года. Наиболее трагичной оказалась судьба старшего брата Григория и младшего брата Петра. В 1937 году они были арестованы и скончались в лагере. А Мария накануне революции вышла замуж за юнкера, которого вскоре расстреляли большевики. На этом ее след теряется. В 1919 году после национализации особняка Елисеевых в его стенах разместился Дом искусств. Культурное общество, инициатором создания которого стал Максим Горький. Это место было центром притяжения для творческой интеллигенции, где собирались видные писатели и художники того времени. С 1924 года здание стало домом для рабочего кинотеатра «Светлая лента». Спустя 7 лет, в 1931 году, кинотеатр сменил свое название на «Баррикада». В этот период в особняке трудился молодой композитор Дмитрий Шостакович, который работал музыкальным иллюстратором. В 1997 году в здании был открыт клуб «Талион». Попасть сюда могли только VIP-гости. А в 2009 году игорный бизнес стал вне закона в стране, и особняк переделали под отель «Талион Империал», который располагается тут и по сей день, а его интерьеры давно полюбились кинорежиссерам. Отель стал съемочной площадкой для множества известных фильмов, таких как «Агония», «Жертва для императора», «Страх над Невой» и «Все окей».